Какие вообще твои критерии пиздатой четверки? Материться можно, да? Да, пожалуйста. Ну, трахал всех прям нереально. Я помню игру с Нави, когда на DPC мы просто 0-2 безбожно отсосали. Все нас просто хоронили. ВП дисбанд. Ну, в принципе, я так целый год уже слышу. Что ты скажешь Габену, когда будешь поднимать Аегис? Где 1,5 очка? Всем добрый вечер, и мы находимся на набережной где-то в Сингапуре для того, чтобы поговорить с нашим сегодняшним гостем Ямычем, он же Даниэл. Сегодня он нам расскажет о том, как проходит его стадия вайлдкарда, какие самые большие сложности и интересности произошли с ним за последние дни. Так что начнем и передадим слово Сергею, который очень внимательно следил за катками, и наверняка у него есть что спросить. Ребят, сейчас мы находимся в отеле игроков, где прямо здесь мы монтируем этот выпуск. Я хочу сказать большое спасибо компании GameGrid, которая является спонсором этого выпуска и помогает нам делать реально крутой контент. Переходите по ссылке в описании, создавайте челленджи, получайте крутые бонусы по промокоду TI22. Спасибо за помощь GameGrid, вы помогаете нам отбить баснословные деньги, которые мы здесь потратили. Спасибо большое за саппорт. Тут такая история, я специально как-то отстраненно от Даниэла, когда мы ехали, старался мало общаться, чтобы наговориться здесь, и у меня было идеальное вступление заготовлено, но мне просто протягивает телефон с фотографией, где в меру подвыпивший Afterlife я и Ямич 4 года назад. Мне тот вечер запомнился, наверное, тем, я вот не знаю, насколько во всех деталях ты его помнишь, но я помню, я тогда подошел к тебе и сказал, как мне показалось, довольно воодушевляющие какие-то слова по типу «ты еще свое обязательно возьмешь». Я не знаю, помнишь ты именно это или нет. Да. И вот через 4 года мы здесь на Интернешнале, и очевидно, Virtus.pro в 2 победах, получается, от уже основного ивента. Пока что Ямич еще не все, так сказать, взял, но, надеюсь, еще возьмешь, и мне реально приятно, что так получилось, что I was right and you was wrong. Да. Как ощущение от игр? Возможно, к сегодняшнему серии мы обязательно вернемся, но вообще в целом ощущение от вайлдкарда, насколько ты чувствовал готовность команды, может быть, ты приятно удивлен, как у вас перформанс, может быть, ты разочарован как-то противниками. И вообще в целом, это первый интернешнл, уже там не первый твой крупный турнир, но, наверное, это первый самый-самый крупный, да, турнир жизни, турнир, да. Просто поделись эмоциями, каково это. Я уже этого даже не помню, каково это. Ну, на самом деле, как-то Wildcard сказать, что не сильно удивил в целом. Наша игра, она была не идеальная, у нас практически не особо была хорошая подготовка, у нас практически ее не было. И, по сути, мы фристайлили что группу, что и сейчас продолжаем делать. И что-то где-то отсеиваем быстро и пытаемся быстро просто адаптироваться. А по поводу в целом, что я ожидал от других команд, я думал, что будет что-то посильнее от китайцев и что-то послабее от остальных. А по итогу остальные были наоборот. Все получилось так, что все на одном уровне. Сравнялось все. Да. И надеюсь, что наша игра будет улучшаться дальше, что мы будем быстрее адаптироваться. Очевидно, флекс-герои у тебя появлялись уже и до этого, да? Вы прошлый мажор, насколько я помню, ты на паке одну игру играл, вы его сфлексили с мида на 4-ю позицию. Также на квалификациях вы использовали Dragon Knight как возможного, да, флекс-героя, где ты играл на 4-ке. И сегодня удивительно, да, ты вот весь турнир играл исключительно на инициации /тимфайт героях, если их можно так обозначить условно. А сегодня во второй карте ты решил отжарить их на андайнге. И ладно бы ты их просто жарил на андайнге, так еще и билдак. Барабан я еще могу понять, усиление тамбы, да, хорошо скелится со всем этим, но дальше БКБ, дальше башер, дальше блинк. Вопроса, скорее всего, 2. Во-первых, насколько ты был готов играть на андайнге, может быть, ты уже что-то такое, и насколько ты адаптировал билд во время игры, то есть ты уже знал, что ты такое купишь, или... Билд, на самом деле, был уже... Я до этого играл на паблике на Undying где-то месяца 2-3 назад. И идентичный билд я делал. И также всех... То есть ты знал, материться что... можно, да? Да, пожалуйста. Трахал всех прям нереально. И да, но тогда это не получилось взять. У меня много героев за этот год, которые я тренировал. По типу Сларка 4, по типу Рики 4. Мы Рики взяли один раз в мертвую игру против Бэтбум, в мертвейшую. Хотя у меня винрейт был, космический. Это, по сути, наша нереальная была заготовка в то время.
Это когда мы до 2 Bad Boom проиграли. По типу у меня таких героев очень много накопилось за год, но я так и не смог их реализовать из-за того, что у нас по пулу просто это не стакалось. С 3, с 5, но у меня это было в комплекте. Ну, то есть в теории ты бы мог, если бы вот вы были бы больше уверены, так сказать, подстраховать Данька и забрать у него, например, Эмбера там, да, или Void Spirit, чтобы на какой-то такой флекс уйти. Void Spirit, Ember нет. Просто это герой первой стадии, который мы вот пакой брали, и все ожидали то, что, пример, это той игры на мажоре, все ожидали, что у нас будет пак мид, но мы закроем мид и поставим пака на 4. Я это предлагал, Крит это наигрывал, тоже пака 4, я это подсмотрел и понял то, что, ну, это неплохо. На протяжении, там, я не знаю, месяца или пару недель я все время говорил: Дань, давай, типа, если что, я на паке сыграю, ну, ты закроешь мид. Ну, по итогу Даня и так трахал всех на паке, и не нужно было это. Но на мажоре так всплыло то, что мы уже немножко были растеряны, мы уже не знали, что делать, и вот это вот... Я уже перестал говорить, что мы флексим, типа, ладно, все, забыли. Поднялся вопрос, Рома предложил: давайте, типа, закроем их, вообще нереально, вайпером закроем темпларку. Была, да? Да, и не пошло чуть-чуть. Такой больше вопрос в целом для зрителей, да это для всех вопрос. Вот все могут, наверное, на стримах лицезреть: Ямич вышел под мид и ебнул вражеского мидака. Ямич пошел в тимфайте, перевернул, нажал пиздато кнопки. Это все знают Ямича, да? А какого Ямича зритель может не увидеть? Какие задачи в игре ты, ну, в частности, да, с войсом выполняешь, что могут другие не знать? Может быть, ты какой-то контролируешь аспектом Рошана, может быть, какие-то пиков по цедам, может быть, ты просто всего по чуть-чуть, но в комплексе это обширная работа. Вот как ты свою можешь работу в команде оценить, которую вот обычный зритель не узнает, не поймет? До прихода Артема я, получается, с Булком плюс-минус драфтил. Иногда у нас просто не шло. В основном я занимал именно роль драфтера. Ну, как это называется, полукапитан, который... Вот человек есть, который ответственность занимает, он пикает героя, а тот человек, который не чувствует этой ответственности, могу говорить вообще, что хочу, и это, ну, плюс-минус будет работать. А если я, наоборот, беру на это себя ответственность, мне немножко это гложет. И как я заметил, то, что и Рома такой человек, то, что такой полукапитан, и я. И когда мы на мажоре, получается, приехали без Тёмыча, драфтили, и мы пытались как-то это скомбинировать, знаете, это как инь-янь и инь-инь. Ну и вот. И как-то у нас на самом деле все неплохо было в плане драфтов. Мы с Ромой хорошо очень адаптировались. Могли, конечно, гораздо лучше. Просто, опять же, альтернативного мнения не хватило со стороны, то, что у нас много иногда сумбура после игры происходило, разборов, которые, ну, лучше бы не происходили, лучше бы просто, да. Кто-то, Тёмыч подошел бы и сказал: ну, парни, так-то, типа, все нормально. Вот так вот просто залажали. А Тёмыч же не с самого начала, да, сезона у вас появился. Он как будто бы чуть-чуть посередине, да? У нас появился он перед... Когда, я думаю, когда Рома пришел. Когда Рома пришел... Примерно одновременно? Не одновременно, спустя пару недель. То есть вы где-то серии 2 сыграли, да, без него? Да. Мы поняли то, что у нас... мы не можем прийти к общему мнению, даже близко. И пришлось найти человека, который поможет нам это сделать. А почувствовали какой-то вот буст от того, что Тёмыч пришел? Вот, то есть какой-то левел-ап случился? Вообще, что он принес в команду? Как по мне, случалось, когда Тёмыч пришел, я же до этого с ним не работал, не был знаком. И доверия у меня к нему особо и не было. И потихоньку с Тёмыч со временем, ну, я ему все больше и больше начал доверять. И буста особо не было, это как-то со временем все. Потому что работа происходила, Тёмыч работал, мы работали, и потом уже к общему балансу пришли. Я помню игру с Нави, когда на DPC мы просто 0-2 безбожно отсосали, и все нас просто хоронили, ВП дисбанд. Ну, в принципе, я так целый год уже слышу. То, что, да. И по итогу после этого мы собрались, хорошо поговорили после игры. Тёмыч, вся команда. И после этого мы начали хорошо тренироваться, делать правильные выводы, без эмоций. Мы тогда начали играть как команда. А с точки зрения тренировок, что... Ну, получается, вот ты сказал, что вы начали нормально тренироваться. Вот что вы тут вот... Ну, я понимаю, что инсайда нельзя раскрывать, но что он принес? Какую-то системность, помог вам с пиками? Что именно в этих тренировках качественно изменилось? Мы просто перезагрузились. Нас так сильно избили, что мы засунули со своего эго куда-то и просто начали тренироваться без эмоций, что кто-то не отменял, ну, точнее, не отменяли там КВ или там, я не знаю, жестко как-то проебались и не были в тильте, наоборот, просто делали выводы. И Тёмыч нам, опять же, помогал в этом плане, то, что тоже мнение свое.
И у нас вот так вот пошло. Мы потренировались где-то дней 5, это 5 дней буквально заняло. И мы тогда играли против казахов, а потом играли против Spirit. А мы проиграли тогда Нави, и все нас хранили, а у нас еще и Spirit, и бум, и хрен пройдем. И мы тогда 5 дней потренировались, и я понял то, что если мы выиграем, я забыл, казахскую организацию, 2-0 или 2-1 просто сыграем чисто, то мы и Spirit выиграем. Потому что тот рейд героев, то, как мы двигались, я понимал то, что мы их выиграем. А по итогу я был уверен в этом. И по итогу произошло так, что мы 2-0 Spirit выиграли. Хотя мы 0-2 отлетели от Нави, нас уже, опять же, хоронили. Ну, стандартная СНГ история. Проиграл одну игру, все. Проиграл 2, так это вообще все. Да, именно так. Дисбанд. Но вот результат ваших тренировок. Вы сидите в Сингапуре. Вообще ты как-то почувствовал разницу от того, как ты играл, допустим, дома или там на буткемпе в комфортных условиях? И вот ты оказался в совершенно другом городе, в другой атмосфере. Вообще что-то кроме доты ты успел здесь почувствовать, пока находился? Нет. Я сидел в отеле и играл в доту. Это на самом деле немножко, как сказать, я ходил на ланы, миксы именно в компьютерных клубах. Моя основная задача была выйти из зоны комфорта и играть в этой зоне комфорта, чтобы подготовить себя к тому, что я буду не играть дома. Но это как-то такой... Звучит, конечно, это очень сильно и так далее. Но нет, это правда, это серьезно, это питерская база. У нас была куча ланов в Питере, и поэтому я уверен, что игроки, которые сейчас добрались до каких-то высот и могут играть комфортно на лане, это частично из-за этого я прямо уверен железно. То есть заготовочка начинается не с того, что... Прямо с детства, да. Неосознанно, но мы действительно много посещали. Питер это был столица доты практически. У нас Какие было очень клубы? много доты. Какие клубы? И вообще, как вот питерский вопрос. Вот мы с вами троем из Питера. Вот я приехал не так давно, лет 5, наверное. Ты в каком районе живешь? Я в Выборгском. Понятненько. То есть мы с тобой соседи, да. А какие клубы? 5,3 там был компьютерный клуб. Там маленькие. По сравнению с Москвой, компьютерные клубы в Питере, они, ничтожные. Это такое более атмосферное, более домашнее, это дома, это в Питере. Да. Но, судя по всему, это работает. Вот Сережа сидит на Инте, и до этого еще 5 раз ездил. Ты, получается, первый раз на Инте. Интересно, вот какой момент. В ту самую секунду, когда ты осознал, что ты уже точно едешь в Сингапур, будешь бороться за Аегис, за миллионы долларов, был ли какой-то вот этот щелчок, то, что ты такой, я это сделал? Что ты вообще почувствовал в этот момент? Сказать честно, я ничего не почувствовал, когда я поехал на Wildcard. Я почувствовал, когда мы на мажоре прошли на International. И какой-то супер хайп ощущать, когда я приехал в Wildcard играть, у меня не было. Потому что у меня отняли такую, у нас отняли, по сути, да, вот эта слот на история, International. конечно, да. И целый год выдался очень тяжелый. Нас отняли мажор, у нас все не шло. В плане организационных с турнирами и так далее. И сказать честно, уже после вот этого года я уже, супер хайпа и так далее. Я просто сижу, играю в доту, пытаюсь показать свой максимум. Концентрируешься на том, на что ты можешь в первую очередь повлиять. Ты представь, какая у вас будет история Золушки, если вас в Valve не пустили на мажор, в смысле на International, вы прошли через Wildcard и выиграли International. Вообще, что это будет? Это там можно 10 фри-то-плеев снять, вообще просто. Звучит это классно. Надеюсь, что-нибудь нарратив получится. такой. Что ты скажешь Габену, когда будешь поднимать Аегис? Где 1,5 очка? Очень хочется опять немножко вернуться в голову к Ямичу в доте. Потихонечку. Очевидно, взаимодействие должно быть каждого игрока с каждым, но есть такие более классические, связки, там, мидер и четверка, что определенный уровень взаимодействия хороший был, и по этим критериям даже иногда и составы собираются. Сам, наверное, такой проходил. Насколько сложно было адаптироваться под ГПК, который является, наверное, лучшим мидером СНГ, или в целом это как-то само собой вышло, и как будто бы ты все время был готов к этому, и никаких проблем нету? Я думаю, я был готов, потому что я работал год назад с Ахиллесом Винстрайк, и Ахиллес меня просто готовил. То, что у меня были довольно-таки хорошие предложения переходить в команды, а я оставался в Винстрайк целый год. И он все время мне говорил, что жди. Либо OG, либо Virtus.pro, в другое место не ходи. А какие предложения были? Сейчас тоже это можно называть. Получается, первое такое мини-большое это было в Hellraisers, когда там был Resolution, вернулся в HR.
ну, точнее, вернулся в СНГ. Я туда отказался переходить. Потом это были... Я тестился Spirit, когда это был Собет. Кикнули, и был Мирослав, играл там на замене, и потом меня там тестили. Что-то не получилось, и по итогу меня опрокинули. Потом был инвайт в Тундру до International. Получается, за месяц до квала International. И в целом подумал, что это большой риск, и лучше доиграть со своими братьями, скажем так, потому что в Винстрайк мы очень были близки. Там еще, наверное, было парочку предложений, но такие более яркие. Да, не, на самом деле отказаться от 33-го довольно тяжело, я думаю. Да, у меня очень сложно тогда, ну, в целом принимать решения такие. Это очень тяжело. Да, не, я понимаю, да. Передаю привет водителю грузовика. Спасибо большое, что портишь нам звук. Мы тебя очень любим. Прямо приехал под начало. Люблю тебя. Он, мне кажется, болеет не за Virtus.pro. Хейтер. Есть Хакода, я так понимаю, основную работу по Vision делает он, но все же в нынешних реалиях, скорее всего, Vision так или иначе в большей или меньшей степени работают 2 героя, бывает даже и 3 героя. Вкратце опиши свои задачи по Vision, насколько можешь вне инсайда, насколько ты вовлечен в этом, насколько вообще ты считаешь важным, да, конструироваться. Ну, понимаешь, что важно, но для зрителей, наверное. Сказать честно, у меня не было какого-то акцента на Vision до того, как я поработал с Булком. Я не делал акцент на Vision вообще. Для меня это было что-то, ну, проиграли, да, боже, мы и с Вардом и без проиграли бы. После работы с Булком я осознал то, что нужно работать над Vision, и вне инсайдов, ну, получается, Хакода играет на изи-линии, он ставит там вард. Я играю в оффлейне, я ставлю вражеский лес, вард, и, в принципе, да и все. А какие вообще твои критерии пиздатой четверки? Вот есть ли у тебя, чувствуешь, что есть ли какая-то конкуренция среди вот игроков вот Wildcard, с которыми ты встречаешься? Критерий пиздатой четверки, я думаю, это тот человек, который как минимум раз в пару игр выдает перформанс. Какие-то хайлайты. Именно микро, макро. Я понимаю, что стабильность — это залог успеха, если ты стабильно играешь, но стабильность пиздатой четверки в том, что он хайлайты выдает. А по соперникам на Wildcard, из того, что следил, из того, что было время посмотреть? Сказать, выделить кого-то именно по супер хорошей игре, наверное, это из Extreme Gaming PY, танк. Я его и до этого рейтил. Мне нравится очень Fate из Vichy Gaming. Мне очень было приятно против него играть и победить. Это прям... Я прям чувствовал, что это судьба. То, что я от него фанател, и я его выиграю. И так и получится. Кто еще? Свой Стронг хорошо играет. Тут сложно отрицать этого. Я думаю, все. Это что первое пришло в голову. Сильнее Марси четверки. Есть что-то? На данный момент? Да. Думаю, нет. Мне вот так тоже кажется. Мне показалось, что ты со мной будешь солидарен. Ну и самый важный вопрос. Если все-таки придут к тебе эти самые миллионы с International, у тебя есть хотя бы приблизительно представление, какого цвета будет Lamborghini, где ты купишь хату? Надо же понимать, к чему ты стремишься. Как ты потратишь эти деньги, допустим? Я куплю дом. Неважно где. Просто хотелось бы жить в доме. А машина особо мне не будет нужна, Lamborghini и так далее. Просто хотелось бы дом, где большой сад, именно задний двор, где там собака может бегать моя, может чилить, и в принципе все. И последний вопрос. Что бы ты сказал тому Ямичу, который был с Серегой 4 года назад на Попстомпе? Или следующему Ямичу? Следующему Ямичу. Это только начало эры твоей. Но есть еще 4 года, как минимум, чтобы Ямич другой подрос. Ты за меня ответил? Или... Ну тут без пафоса сложно обойтись. Ну нужен пафос. Ну... Давай, вон в ту камеру пафоса наваливаем, в эту камеру. У тебя все получится. Просто нужно потерпеть, поработать, и все будет. Ребят, сегодня с нами был Virtus.pro Ямич. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, было. Все молодцы.